Приветствую бравых пилотов Star Conflict. 2012 год для нас был годом свершений. Сегодня я вам расскажу о том, чем запомнился нам уходящий год, чего мы уже добились и что планируем сделать дальше. Ровно год назад мы запустили в закрытое бета-тестирование наш новый проект Star Conflict, и первые игроки стали открывать для себя вселенную. Давайте оглянемся назад и посмотрим, какие изменения произошли в проекте за это время. Сначала мы решили показать игрокам только самое необходимое. В начале закрытого тестирования был только один игровой режим – захват маяков на карте Пандора и корабли лишь одной фракции Империи – Легиона. С тех пор вселенная нашей игры значительно расширилась. Для раскрытия сюжета мы ввели новые сектора. Церера – сектор, где все еще работает гигантская конструкция древних. Тара с его загадочными орбитальными постройками. И другие уголки вселенной, где пилоты столкнулись с наследием предтеч. Кроме того, мы показали уже знакомые сектора с разных точек зрения и планируем продолжить в этом ключе. Например, на орбите Пандоры можно увидеть обломки имперского крейсера, загадочную аномалию и другие новые карты. А еще мы будем показывать не только области, где кипит борьба за наследие предтеч, но и внутренние миры, где порой разворачиваются не менее драматичные события. Первой такой картой стали частные верфи Блэквуд, где строят дредноуты по заказу одной из корпораций. Так выглядел игровой ангар на момент старта беты. Поначалу мы представляли его как некую виртуальную реальность, в которой пилоты готовят свои корабли к бою. Уже тогда ассортимент доступных товаров был довольно широк. Игрокам были доступны боевые модули и оружие под самые разные роли, от ремонта и поддержки до агрессивной атаки. С развитием проекта развивался ангар. Когда точно сформировалось представление о корпорациях, мы решили, что логичнее будет показывать настоящий ангар, как часть огромной станции или же авианосца. Нам хотелось, чтобы игроки сами видели, откуда их корабли отправляются в бой, где находится их команда, показать усилия солдат, инженеров и ученых. И за это время мы, конечно, добавили в игру то, ради чего все играют в нее – новые корабли. Появились целые новые расы – Федерация и Иерихон, каждая со своим стилем кораблей и уникальными классовыми способностями. Попутно мы расширяли ассортимент оборудования, вводя как новые классовые модули для кораблей, так и расширяя арсенал вооружений. Были введены усиленные модификации, доступные или самым везучим, или наиболее опытным игрокам. С момента запуска мы упорно работали над расширением геймплея и окружения. Добавился режим контроля, в котором маяки не сразу же отключались, а могли быть захвачены повторно, что повышало накал борьбы. Чтобы игроки могли не только захватывать и удерживать точки, был введен режим разведка боем. В нем в полной мере можно проявить свои боевые навыки, сконцентрировавшись исключительно на уничтожении кораблей противника. Поскольку два последних режима получились весьма агрессивными, то, по предложению игроков, все типы боев были разделены на две большие группы – аркадные и классические. Бои в аркадных режимах проходят более динамично, а также неограниченное количество вылетов за один бой. Классические режимы подойдут игрокам, которые предпочитают тактический бой, точный расчет, а также всплески адреналина от того, что каждый корабль на счету. Совсем недавно был выпущен принципиально новый PvE-режим миссии для тех, кто любит в компании друзей выполнять сложные сценарии. Здесь нет вражеских игроков, но хватает злых ботов, а также ставятся специальные задачи, которые требуют четкой координации действий команды. Этот режим нам кажется не менее перспективным, чем PvP-сражения, поэтому мы планируем всячески его развивать. Для того, чтобы сделать участие в боях более комфортным, за этот год мы добавили в игру множество элементов. Возможность приглашать друзей и вместе с ними организовывать звенья, особо мощные тактические единицы, способные благодаря своим слаженным действиям противостоять превосходящим силам противника. Кроме того, вы можете объединяться в значительно большие формирования, корпорации. Ну и, наконец, многие игроки высказывали справедливое замечание, что процесс приобретения кораблей в игре неудобен и непонятно, как стоит развиваться. Для этой цели мы ввели специальное дерево технологического развития кораблей. С его помощью стало удобно просматривать и выбирать свою стратегию развития до высших уровней для каждой расы. На данный момент в игре Star Conflict 4 типа игры в PvP и PvE, на 8 игровых картах в аркадном и классическом режимах. 3 игровых расы, 6 фракций, каждая из которых предлагает свой набор контрактов для выполнения на поле боя. Порядка 50 уникальных моделей кораблей и более 180 их модификаций, которые отличаются боевыми свойствами и внешним видом. Около сотни разнообразных модулей и 12 типов орудий с различными боевыми механиками и типами повреждений, что в различных сочетаниях дает огромное поле для экспериментов, поисков своего стиля игры и идеальной боевой конфигурации. У проекта большие планы на новый 2013 год. Вскоре в игре станет доступна новая технология 5-го уровня, а значит и новые корабли и оружие.
Помимо покупки новых вещей в магазине, мы планируем, что вы сможете создавать собственные виды вооружения благодаря системе крафта. Применить полученные мощные пушки вы сможете на новых картах, как в PvP, так и PvE режимах. Корпорациям, которые появились в игре, тоже будет чем заняться. Они смогут устанавливать свое влияние над целыми секторами, участвовать в турнирах и шаг за шагом возводить собственные дредноуты. Оставайтесь с нами в 2013 году. Мы хотим, чтобы в будущем году вам сопутствовала удача в бою, успех в принятии стратегических решений. Рядом с вами всегда были верные друзья, а золотые стандарты текли рекой. С наступающим 2013 годом! Вселенских вам свершений!